Скоро Рождество и Старый Новый год. Многие пойдут в гости, соберутся веселой компанией и, естественно, будут гадать. А гадание это ж всегда забавно и интересно. Я же вам предлагаю сделать гадания не только такими интересными, но еще и вкусными. А для этого я вам покажу рецепт печенья с предсказаниями. Кстати, в эти печенюшки можно не только положить пожелания или предсказания, но еще и, допустим, какие-нибудь задания. Например, ты должен встать на табуреточку и прочитать стихотворение, или спеть песню, или да что угодно. Все зависит от вашей фантазии. Так, друзья, вот ингредиенты. Готовим. Рецепт несложный. Самое сложное в этом рецепте – придумать предсказания-пожелания. Потому для вашего удобства те пожелания, которые использовал я оставлю под видео. Когда нашли пожелания, нужно их распечатать. Если нет принтера, можно написать от руки. Я думаю, это будет даже лучше. Разрезаем бумажки и переходим к магии приготовления. Отделяем белки от желтков. Смотрите, и магия уже начинается. У меня в одном яйце 2 желтка. Посмотрим, что во втором. Смотрите, и во втором то же самое. Но у меня, если честно, такое в первый раз. Желтки нам не понадобятся. А вот в белки добавляем 10 грамм ванильного сахара, 25 грамм воды и 30 грамм растительного масла. Перемешиваем венчиком до однородности, но не взбиваем. Отставляем в сторону. В чистую чашку всыпаем муку, рисовую муку, добавляем крахмал и перемешиваем сухие ингредиенты. Затем просеиваем в глубокую чашу. Добавляем сахар-песок, щепотку соли. Перемешиваем при помощи венчика. В принципе, это можно сделать и ложкой. В центре делаем углубление. И вливаем подготовленные белки. Тщательно перемешиваем, чтобы получилась однородная гладкая масса. Тесто готово. Оно должно получиться вот такой консистенции. Теперь противень застилаем силиконовым пергаментом. Столовой ложкой зачерпываем тесто. Излишки убираем о край чаши. И не спеша выливаем на пергамент. Тесто будет растекаться и превращаться вот в такой равномерный круг. Затем берем чистую ложку и тыльной стороной разглаживаем тесто по кругу. Лепешка должна получиться диаметром примерно 8-10 сантиметров. Я буду выпекать по 2 лепешки за раз. Если вы будете готовить это печенье впервые, то я вам рекомендую приготовить вначале одно печенье, чтобы понять принцип. Но даже для опытных я не рекомендую выпекать больше 2 печений за раз. Дальше вы поймете почему. Подготовленные таким образом лепешки отправляем в разогретую до 170 градусов духовку и выпекаем в течение 10 минут. Но обязательно следите, как только краешек начнет подрумяниваться, достаем печенье из духовки. Теперь нужно делать все очень быстро. Ставим поближе чашку, она нам пригодится для складывания печенья. При помощи скребка снимаем лепешку, переворачиваем ее, выкладываем в серединку пожелания, складываем лепешку, но не прижимаем. Берем за кончики и центром надавливаем на край чашки, складываем печенье. Кстати, делать это лучше в перчатках, потому что печенье очень горячее. Готовые печеньки перекладываем в формы для кексов, чтобы печенья не раскрылись и не потеряли форму. Даем печенью полностью остыть и сразу перекладываем их в банку, которую можно герметично закрыть. Хранить такое печенье можно 5 дней. Как видите, это очень просто. Осталось только разломить печеньку, прочитать пожелания и попробовать само печенье. Хрустяще. Вкусно. Так, друзья, очень рекомендую. Вы же видели, как все просто. Делайте, радуйте своих родных и близких. Кстати, вам, наверное, интересно, что же было в предсказании. А вот, друзья, читайте сами. Надеюсь, что в этом году все ваши добрые предсказания сбудутся. Будет у вас много счастья, будет много мира, будет все хорошо. Но я пока прощаюсь с вами. До новых вкусных рецептов. Пока. Хрусь. Бормикс.